Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой замечательный узор, который я нашла в японском журнале. Вообще, кто следит за моим каналом, знают, что я отдаю предпочтение японскому вязанию и очень часто использую или полностью узор, или какие-то элементы для вязания вещей лично для себя. Смотрите, какие здесь интересные переходы, интересные элементы, насколько эффектно он выглядит. Хотя в исполнении он достаточно легкий, этот узор, но вот такой эффект. Вот эти плавные волны по низу изделия. Здесь сочетается четкость линий с какими-то вот легкими такими мягкими фрагментами, которые смягчают. И узор получается одновременно и четкий, и эффектный, и женственный. Вот так этот рисунок выглядит при вязании снизу вверх. Если же вещь вы вяжете от горловины, он будет выглядеть вот таким образом. Не менее эффектно, совершенно другой рисунок вы видите. Вроде бы абсолютно другой узор вы связали. И если две вещи связаны одним и тем же узором, например, как вот этот, один сверху вниз, другой наоборот снизу вверх, это получится абсолютно разные изделия. Вот так выглядит изнаночная его сторона. Такой узор можно применить для очень многих вещей, как летних кофточек, футболочек, маечек, также и более теплых изделий. Он идеально выглядит как самостоятельный, очень красивое получается платье, футболка. Или же, если хотите, можно использовать только часть, фрагмент этого узора и выделить, к примеру, центральную часть свитера. Или же, связав часть раппорта узора, то ли такую, то ли вот полтора раппорта, как у меня здесь образец связан, и выделить низ изделия. Дальше просто идет лицевая гладь или какие-то минималистичные ажурные дорожки. Все это будет выглядеть очень эффектно, и вероятность, что вы встретите кого-нибудь в изделии с подобным узором, она минимальна. Как ни крути, все-таки это факт. Не все хотят провязывать вот такие узоры, считая, что они сложные. На самом деле это не совсем так. К таким узорам подходит пряжа средней толщины и тоненькая пряжа. Из толстой пряжи можно тоже пробовать, если вы хотите выделить какой-то элемент. Но полностью изделие будет выглядеть грубовато из толстой пряжи. Спицы, как правило, для вязания вот такого, этого и подобных узоров я использую те, которые рекомендует производитель, или же чуть тоньше. Раппорт данного узора составляет 14 петель в ширину и 22 ряда в высоту. Провязывать вместе с вами я буду один раппорт узора, вот эту его часть. И для этого я набрала 17 петель. 14 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, вы можете вязать по той же схеме, которую я прикрепила. И просто обращать внимание на те четные ряды, на которых я буду акцентировать внимание в видео, которые вяжутся не по рисунку. Все остальные четные ряды будут вязаться по рисунку. И также при круговом вязании вам не нужна ни петля симметрии, ни кромочные петли. Вы просто набираете количество петель кратное 14. Итак, давайте начнем. Первый ряд кромочная петля,
1 изнаночная, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот таким образом я провязываю, и при наклоне влево на меня должны смотреть вторые дужки петли. У меня они расположены правильно, я ничего здесь не меняю, вы смотрите по своему вязанию. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3 и симметрично 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. С наклоном вправо на меня должна смотреть первая дужка, поэтому я меняю расположение петель на спице и провязываю их 1 лицевой. 2 лицевые петли, накид. Это я закончила провязывать 1 раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое нужно для вашего изделия. Я же заканчиваю ряд петлей симметрии. Здесь она изнаночная и кромочной. Четные ряды практически все, кроме тех, которые я буду показывать в видео, провязываются по рисунку. Поэтому я их буду пропускать, чтобы сократить продолжительность ролика. Накиды провязываются также изнаночной. Третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у меня участвует лицевая и изнаночная петля. Какая бы петля у меня ни была, в любом случае при убавлении с наклоном влево на меня должна смотреть вторая дужка. Поэтому лицевую я ничего с ней не делаю, а изнаночную меняю ее расположение. Вот таким образом и провязываю их 1 лицевой петлей. Далее идут 3 петли с обвитием. Для этого я 3-ю петлю поднимаю и пропускаю через первые 2. Первые 2 чуть-чуть придерживаю указательным пальцем, чтобы они не слетели со спицы. Вот таким образом. У меня осталось 2 петли, поэтому я их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Все, количество петель осталось у меня прежним. Далее идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При наклоне вправо на меня должна смотреть первая дужка петли. И вот изнаночная петля у меня смотрит правильно, а лицевую я меняю расположение. Вы же смотрите по своему вязанию, просто чтобы правильная дужка смотрела на вас. И провязываю их 1 лицевой петлей. Далее 2 лицевые, накид, 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии. У меня это изнаночная и кромочная петля. 4-й ряд. Он немножечко отличается, поэтому я провяжу его вместе с вами. Кромочная, 1 лицевая, изнаночная. Первый накид я провязываю изнаночной. Далее у меня идет еще 2 изнаночные. Это убавление, я его также провязываю изнаночной. А вот это 3 петли у меня с обвитием. Посерединке идет накид. И именно в 4-м ряду этот накид будет провязываться лицевой скрещенной. Там дальше будет также использоваться этот элемент вязания. В тех рядах будет провязываться этот накид изнаночной. И только в 4-м ряду он провязывается лицевой скрещенной. Просто акцентирую на этом внимание, чтобы вы, провязывая образец или этот узор, обратили на это внимание и не допустили ошибки, чтобы вот этот переход, вот он, получился вот таким мягким и логичным. Итак, петли с обвитием я провязываю первую изнаночной. Этот накид провязываю лицевой скрещенной вот таким образом. Далее изнаночная. Убавление провязываю изнаночной. 2 изнаночные. Следующий накид также провязываю изнаночной.
И вот так до конца ряда петля симметрии и кромочная. Кромочную я провязываю изнаночной скрещенной. Вот таким образом. Вот как этот элемент будет выглядеть. Здесь просто не должно быть дырочки в этом месте, чтобы дальше рисунок шел логично. Пятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Чтобы сохранить архитектуру узора, структуру его, я провязываю их вот таким образом. Первую и вторую петлю переснимаю на правую спицу второй дужкой, чтобы они смотрели на меня. Далее за работой левой спицей подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. И вот таким образом я их меняю местами и провязываю все 3 петли одной лицевой. Вот так это будет выглядеть. И тогда вот эта дужка и дужка изнаночной петли, они выглядят красиво и логично в данном узоре. Далее идет 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и накид. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 8 ряд я провяжу вместе с вами. Смотрите, в 8 ряду я провязываю кромочная, 1 лицевая. Вот этот накид я буду провязывать лицевой петлей. Вот таким образом. Открытый накид обычной лицевой петлей. Далее у меня идет 5 изнаночных петель, 3, 4, 5. Я дошла до 3 вместе. Они у меня по изнаночной стороне как изнаночная петля, но я ее провязываю лицевой. Вот таким образом. Далее 5 изнаночных, 4, 5. И накид снова провязываю открытой лицевой петлей. Далее петля симметрии и кромочная. 9 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, накид. И вот эти 5 петель, которые идут у меня до изнаночной, это будут петли с обвитием. Здесь это единственный ряд, где не очень удобно выполнять этот элемент, но его нужно сделать для того, чтобы узор получился такой, как у меня. Итак, 5 петлю я подхватываю правой спицей, эти я придерживаю и перебрасываю через 4 оставшиеся петли. Вот таким образом. Остальные петли я провязываю просто лицевыми. Вот 4 лицевые петли. Дальше идет изнаночная. И опять петли с обвитием, но уже в левую сторону. При обвитии в левую сторону на меня должна смотреть первая дужка петли, поэтому первую петлю я поменяла ее расположение вот таким образом, а остальные 4 просто переношу на спицу. Подхватываю первую петлю, которую я поменяла, где она у меня, расположение, и перебрасываю ее через 4 оставшиеся.
их я придерживаю, чтобы они не слетели у меня со спицы. И вот таким образом я сделала обвитие. Далее я возвращаю эти 4 петли на левую спицу и провязываю их лицевыми. 2, 3, 4. Накид, 1 изнаночная. 1 изнаночная, это я закончила раппорт узора, а 2 изнаночная это петля симметрии и кромочная. Изнаночный ряд здесь провязывается по рисунку. Накиды провязываются изнаночной по изнаночной стороне. 11 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид. И дальше вот эти 4 петли у нас участвуют в обвитии. 4 петля смотрит на меня второй дужкой, то есть она расположена правильно, поэтому я ее просто подхватываю правой спицей и перебрасываю через оставшиеся 3 петли. Вот таким образом, которые в свою очередь провязываю просто лицевой. Далее идет изнаночная петля и обвитие влево. Влево на меня должна смотреть первая дужка петли, поэтому первую петлю я поменяла расположение. Остальные 3 просто переснимаю на спицу. Подхватываю 4 петельку и перебрасываю ее через оставшиеся 3. Вот таким образом. Переношу их снова на левую спицу и провязываю лицевыми. Дальше идет накид, 1 лицевая и 1 изнаночная. Это я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Да, хочу еще раз напомнить, что в изнаночных рядах, которые я пропускаю в видео, накиды провязываются изнаночной петлей при поворотном вязании и, соответственно, при вязании по кругу лицевой. Итак, 13 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 петли, которые участвуют в элементе обвития. Третью петельку я поддеваю и перебрасываю ее через оставшиеся 2. Оставшиеся 2 петли провязываю просто лицевыми. Дальше идет у меня изнаночная петля. С наклоном влево обвития я меняю расположение петли так, чтобы на меня смотрела первая долька. Переношу оставшиеся 2 также на правую спицу. Подхватываю первую петлю и перебрасываю ее вот таким образом через оставшиеся 2. Затем возвращаю их на левую спицу и провязываю лицевыми. Накид, 2 лицевые и изнаночная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, это у меня она изнаночная и кромочная петля. 15 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение дужек, чтобы на меня смотрела первая. И вот таким образом их провязываю. Далее идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1 изнаночная. Я провязала раппорт узора. 2 изнаночная это петля симметрии и кромочная. 17 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение дужек левой петли и провязываю 1 лицевой. Вот таким образом. 2 лицевые, 1 изнаночная,
накид. Далее 3 вот эти петельки будут участвовать в элементе с обвитием. Для этого я третью петлю поднимаю правой спицей и перебрасываю через оставшиеся 2. Их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Вот в этом элементе, в 18 ряду, все накиды будут провязываться изнаночной петлей при поворотном вязании, соответственно лицевой, если вы вяжете по кругу. И вообще во всех рядах, которые я пропускаю в видео, накиды провязываются изнаночной. Далее идет накид, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот таким образом. Петля симметрии и кромочная. 19 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 3, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 21 последний лицевой ряд данного узора. После 22 ряда вы повторяете вязание, начиная с 1 и повторяя с 1 по 22 раппорт узора. Итак, 21 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 петли с обвитием. Поднимаю третью петлю, перебрасываю через оставшиеся 2 и провязываю лицевая, накид, лицевая. Этот накид по изнаночной стороне также провязывается изнаночной петлей. 2 изнаночные и 3 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Вот так выглядит один раппорт узора, который мы провязали вместе с вами. Предлагаю попробовать. Даже начинающий мастер, если внимательно подойдет к этому узору, к этому вопросу, он справится с этим рисунком и получит как результат замечательную, шикарную, эффектную вещь. Надеюсь, вам узор понравился и вы найдете ему свое применение. Всем легких петелек, красивых изделий и до встречи на канале!